Not much more than a mile away from the Mariinsky Theatre is Pushkin Street, and a world which might seem far away indeed from the Opera House, but which is also central to the artistic traditions of St. Petersburg. The building at number 10 Pushkin Street was built at the end of the 19th century, and it's long been linked to the arts. Russian symbolist poets and artists met here. Even Lenin and his wife dropped in. Today, in its warren of apartments, there's a sort of alternative artists' colony. It's a home to rock musicians, experimental painters, performers, theatre groups. The current occupants of flat number 124 are Theatre Da Niet, yes, no. Сюда, на меня. Еще раз, точно, салфетка точно лежит. Поехали. Вместе щенок и котенок. Поезд. Бежал. И колеса. Стучали. Щенок. Вместе. Щенок. И котенок. The group was directed by Boris Ponizovsky, who uses masks, puppets and everyday objects to create simple but experimental theatre. Летом на дачу в одной из картонок поехали вместе щенок и котенок. Поезд бежал, и колеса стучали, щенок и котенок в картонке скучали. Петербург, в общем-то, был всегда кабинетным, чопорным городом, очень строгим. Он не очень любил эксперименты. Но в то же время Петербург своей архитектурой, музыкой, которая всегда здесь имела большую традицию, развивал горожанина очень глубоко. Вот я чувствовал влияние города просто даже в прогулках. И Петербург, возможно, в театрально-студийном движении сможет оказаться ясной очень позицией театральной, создать нечто новое. Наш театр как бы находится на соединении и традиций, и нового. Это очень близко к тому, что происходит в доме. Здесь очень хорошие условия человеческие. Здесь очень много индивидуальностей, прежде всего, художественных. Все ищут. Для нас живопись очень важна. Мы обратили внимание на локальную живопись. В том минимуме, который существует, наш театр, он живописен. Но это язык театра, язык не речь. И мы говорим языком, как и они, не речью. И, может быть, этим по аналогии к ним близки. Я думаю, что чем проще, чем минимальнее средства,
тем точнее выразит в данную конкретную минуту актер эти проблемы вопросов зла и добра, которые есть человеческие вопросы. Без него их нет в природе. Поэтому он занимается этими проблемами. То есть, насколько он есть добро и зло в данную минуту. Маска как повод. Маска – это нарисованный образ. А его же надо оживить. Потому что сама маска, она не дает. Она не дает той энергии, которая вот действует на зрителя. Это зритель будет читать, а я даже и об этом не думаю. Главное на сцене ни о чем не думать. Начинаешь думать, все пропадает. Мне, наверное, так труднее с задачей. Ну, думать, для чего, зачем. А когда только вот от чутья идешь, а у зрителя появляется гораздо больше, чем ты, как тебе кажется, ты даешь. Он читает больше.
Маска для меня широкий момент. В ней сосредоточена очень большая энергия за счет того выражения, которое мы хотим показать, тип. Маска, как и предмет, они очень близки. Почему я это сравнил? Они возвращают нас к архетипам, к первичным восприятиям всего на Земле. Так вот, актер нашего театра может при помощи языка предметов, который понятен всем на свете, рассказывать человеческую жизнь. И поэтому абстрактное добро и зло становится очень конкретным при помощи вещей, немного заземленным. Мы как бы убираем, вот зонт – это маска непогоды, солнца слишком большого или дождя большого. В театре определяется не Божий мир, не космос, не пространство архитектора, город, дом, комната, сцена, не пространство культуры, а пространство, которое появляется благодаря трате времени актера. Вот это пространство для меня важно.